Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. Апрель принес нам целый букет интересных проектов. Помимо премьер новых сериалов, есть и продолжения, которые зрители давно ждали. Но не буду вас томить, а начну по порядку. Поехали! Главный герой – бывший охотник за головами и неудавшийся кантри-музыкант. После гибели во время задания с ним происходит невозможное. Он неожиданно возвращается в мир живых. Его воскресил сам дьявол, но не так просто, а для выполнения особой миссии. Теперь Хаб, так зовут нашего героя, должен вычислять и ловить демонов, сбежавших из ада. «Охотник за головами» – мистический боевик с элементами драмы и черного юмора. После «Призрачного патруля» 2013-го золотоглобусный Кевин Бейкон продолжил традицию охоты на представителей потустороннего мира. Правда, 12 лет назад эту работу выполнял Райан Рейнольдс и Джефф Бриджетс. Зрители высоко оценили внутрикадровую атмосферу, визуальный стиль и игру исполнителя главной роли. Но есть и такие, кто критикует за недостаточную глубину сюжета. Так или иначе, а сериал имеет вполне достойный рейтинг в 7,1 балла. Проект стартовал на платформе Prime Video и ждет вас на рандеву. А теперь о проекте с кричащим названием. Главной героине этой истории ставят смертельный диагноз – метастатический рак груди. Отчаяние, которое испытывает Молли, заставляет пересмотреть свои взгляды на личную жизнь. Женщина разрывает свой 15-летний брак и отправляется в последнее свое путешествие. Она хочет исследовать свои сексуальные желания и границы. В этой одиссее нашу героиню сопровождает лучшая подруга Ники. Что ждет их на этом неизведанном пути? «Умираю, как хочу секса» – это американская драма, вышедшая 4 апреля 2025 года на платформе Hulu. В основу проекта лег одноименный подкаст американской актрисы, певицы и ведущей Ники Бейер. Главную роль прекрасно исполнила обладательница 2 премий «Золотой глобус» и 5-кратная номинантка на премию «Оскар» утонченная Мишель Уильямс. История Молли вдохновляет на переосмысление собственной жизни и ценностей. Сериал имеет высокий рейтинг в 7,4 балла, а это говорит о том, что на него стоит обратить внимание. Главный герой – успешный менеджер хедж-фонда в Нью-Йорке. Но после увольнения на Эндрю Купера наваливаются финансовые трудности. И как при этом сохранить привычный уровень жизни? Наш герой решает начать совершать кражи в домах своих собственных соседей. И все вроде складывалось, как он задумал. Но в какой-то момент Эндрю попадает не в тот дом и не в то время. «Друзья и соседи» – драматический сериал с элементами черной комедии и социальной сатиры. Грабить богачей взялся Джон Хэм, наиболее известный зрителю по роли Дона Дрейпера в сериале «Безумцы». «Друзья и соседи» – это не только ироничная драма о кризисе среднего возраста, но и история о социальном неравенстве, которая предлагает зрителю задуматься о ценностях современного общества. Первый сезон состоит из 9 эпизодов, который успешно стартовал на Apple TV+ 11 апреля. Сериал на сегодня имеет высокий рейтинг 7,8 балла. Действие сериала разворачивается в период Второй мировой войны. В 1943 году британские и австралийские военные были заняты на строительстве тайско-бирманской железной дороги, известной как Дорога смерти. Центральной фигурой является австралийский врач Эванс, находящийся в плену у японцев. Эта история – напоминание о шаткости человеческой жизни. «Узкая дорога на Дальний Север» – это австралийская историческая драма. Основой сценария послужил одноименный роман лауреата Букеровской премии Ричарда Фленагана. Повествование содержит 3 временные линии – юные годы главного героя до войны, тяготы и испытания Второй мировой войны и послевоенные годы, где в 1980-х главный герой становится уважаемым общественным деятелем. Критики отмечают высокий уровень актерской игры Джейкоба Элларди, которому пришлось изрядно похудеть, чтобы достоверно изобразить истощенного военнопленного. Премьера сериала состоялась 18 апреля этого года на платформе Amazon Prime Video и имеет рейтинг 7,2 балла. Действие разворачивается одновременно в Нью-Йорке и Париже. 2 ведущих балетных театра сталкиваются с падением популярности. Чтобы привлечь внимание публики, они прибегают к амбициозному решению. Директор Парижской оперы и руководитель Метрополитен-оперы организуют обмен ведущими танцорами. Балерина Шайен приезжает из Парижа в Нью-Йорк, где сталкивается с интригами и конкуренцией в мире большого балета. «Этуаль» – комедийно-драматический сериал от создателя мегапопулярного проекта «Удивительная миссис Мейзел». Проект гармонично сочетает в себе темы искусства и личных амбиций. Творческая команда с особым вниманием подошли к раскрытию женских персонажей и внутренней кухни балетного мира.
Так что, если вам интересна такая тема, «Этуаль» может стать отличным выбором для просмотра. Премьера первого сезона сериала, состоящего из 8 эпизодов, стартовала 24 апреля 2025 года на платформе Prime Video. А рейтинг проекта на сайте IMDb, который составляет 7,3 балла, говорит о положительном восприятии зрительской аудитории. Одной летней ночью Буэнос-Айрес охватывает аномальный снегопад. Прикосновение к нему оказывается смертельным. Хуан вместе с семьей и другими выжившими пытается понять природу катастрофы, чтобы найти возможность спастись. Но очень скоро выясняется, что за снежным апокалипсисом стоит не природное явление, а вторжение внеземной цивилизации. Сериал «Этернавт» – аргентино-американская фантастическая драма. Его сюжет базируется на одноименном комиксе Гектора Хермана. Актерский состав с малоизвестными для нас именами получил положительные отзывы за убедительное воплощение персонажей и передачу напряженной атмосферы выживания. Также зрители в своих отзывах отмечают качественные локации и визуальные эффекты. Так что, если вы любитель фантастики, обратите внимание на этот проект. Сериал успешно стартовал на платформе Netflix 30 апреля, что подтверждается высоким рейтингом 7,8 балла. И теперь о продолжениях. Поклонники мега-хита «Одни из нас» могут запасаться попкорном и кока-колой. Второй сезон начинается с трагического убийства Джоэла. Это запускает цепочку событий. Элли отправляется в Сиэтл, чтобы отомстить. Там ее ждет столкновение с Вашингтонским освободительным фронтом. Параллельно развивается романтическая линия главной героини. Второй сезон сериала «Одни из нас» от HBO продолжает адаптацию одноименной видеоигры. И хотя проект получил высокие оценки за эмоциональную глубину, актерскую игру и визуальное исполнение, все же вызвал споры за некоторые изменения в сюжете. Несмотря на это, сезон продолжает удерживать высокую планку качества, установленную первым сезоном. Актерский состав все так же возглавляют юная Белла Рэмзи и мандалорец Педро Паскаль, уже отмеченный за эту роль кучей престижных наград. Второй сезон проекта стартовал на HBO Max 13 апреля. Рейтинг сериала составляет невероятные 8,7 балла. Также есть повод порадоваться всем тем, кто восхищался Андором. Это успешный приквел блокбастера «Изгой 1» из бесконечной вселенной «Звездных войн». События второго сезона разворачиваются спустя год после финала первого. Главный герой Кассиан Андор проникает на имперскую станцию под видом пилота-испытателя. А это значит, что Кассиан окончательно присоединился к сопротивлению. Второй сезон сериала «Андор» получил наивысшие оценки среди всех проектов вселенной «Звездных войн», что составило 92 из 100 на Metacritic. Актерская команда осталась прежней, за исключением роли Бенджамина Бретта, где Бейл Орган заменил Джимми Смитса из-за занятости последнего. Критики называют сериал мастер-классом по повествованию и одним из лучших проектов во вселенной Star Wars. Зрители хвалят сериал за напряженную атмосферу и эмоциональную глубину. Как видите, есть на что обратить внимание. Второй сезон сериала «Андора», который имеет головокружительный рейтинг 8,4 балла, доступен для просмотра на платформе Disney+ и других интернет-площадках. Ну что, у меня на сегодня все. Смотри и другие наши ролики, из которых ты узнаешь много интересного. И не ленись выражать свое мнение и оценку в комментарии. Это помогает продвижению ролика. Всем пока-пока, услышимся!